Всем привет! Давайте рассмотрим патент Николы Тесла номер 514-168. На данной схеме мы видим LC-контур, повышающий трансформатор, конденсаторы, разрядник. В движение разрядник приводится потоком масла, которое качает по системе гидротурбина. Турбину крутит электродвигатель, имеющий регулировку оборотов. Таким образом происходит регулировка частоты замыкания вторичного контура трансформатора, а значит процесс не хаотичный, а управляемый. Теперь давайте рассмотрим схему Дональда Смита. В ней также есть повышающий трансформатор, конденсатор и замыкающий контур разрядник. И тут сразу же встает вопрос, а как регулировать частоту импульсов на разряднике? Давайте рассмотрим несколько способов. Первый способ – это изменение емкости. И здесь сразу есть две проблемы. Во-первых, высоковольтные конденсаторы достаточно дорогие. Во-вторых, разнообразие номиналов очень скудное. Второй способ – это разрядник с регулировкой зазора. Но здесь также есть нюанс. Увеличивая зазор, мы увеличиваем сопротивление между контактами, а значит конденсатору нужно будет зарядиться до более высоких значений, чтобы произошел пробой. Соответственно, импульсы в катушке L1 также будут изменяться по амплитуде, в зависимости от потенциала, до которого будет заряжаться конденсатор. Таким образом, регулируя частоту зазором, мы также изменяем амплитуду импульсов в системе. Третий способ, который как раз таки и использует Дональд Смит, это регулировка входного напряжения на высоковольтном трансформаторе. Давайте рассмотрим поподробнее. У нас есть регулятор напряжения, высоковольтный трансформатор, конденсатор и разрядник. На вход высоковольтного трансформатора мы подаем 220 вольт, на выходе 9 киловольт. При этом конденсатор заряжается с определенной скоростью и разряжается через разрядник. Теперь регулятором напряжения мы снижаем входное напряжение в 2 раза, до 100 вольт. Выходное напряжение также снижается в 2 раза, 4,5 киловольта. При этом конденсатор начинает заряжаться в 2 раза медленнее, а значит и скорость разряда также снижается в 2 раза. Собрав несложную конструкцию и поэкспериментировав, вы увидите следующую картину на осциллографе. Импульс с последующими колебаниями, нарастающие по амплитуде. Именно так описывал работу своей системы Дональд Смит в различных публикациях. В общем, поэкспериментировав с данной схемой, я пришел к выводу, что диммер в данной конструкции нужен для регулировки частоты импульсов в разряднике. На этом у меня все. Всем удачных экспериментов. Пока.